Приветствую тебя, зритель, и добро пожаловать на мое следующее видео, посвященное изучению операционной системы Linux. Ну, если говорить, по крайней мере, в глобальном смысле, а если говорить уже конкретно, то в этом видео мы будем разбирать, как настроить под себя простейший на самом деле конфиг BSP-VM, или, если правильно говорить, BSP-WM, а именно тайлингового менеджера, про который я уже рассказывал в другом своем видосике, но там мы только его установили. То есть я просто показал, как можно этот тайлинговый window менеджер просто установить. А сегодня мы уже будем конкретно разбирать его конфиг. Как я уже сказал, он совершенно ничего из себя такого сверхъестественного не представляет, но тем не менее я на примере своего конфига продемонстрирую вам, какими он функциями обладает. Давайте пройдем вот в такую директорию, где расположен конфиг BSP-VM. Я думаю, что те из вас, кто уже прошел урок по установке BSP-VM, наверняка знакомы с этой директорией. Там было все довольно подробно расписано, показано, куда кидать и сам конфиг BSP-VM, и в том числе конфиг дополнительной утилиты SXHKD, которая используется BSP-VM для того, чтобы мапить комбинации клавиш. Ну, забинживать, да? Вот, откроем мой конфиг. И увидим достаточно скромненький, очень простенький конфиг, который состоит буквально тут из пары десятков, грубо говоря, строк кода. А некоторые из них вы увидите, даже просто открыв дефолтный конфиг BSP-VM. Это наверняка будет несколько вот таких вот правил. Видите, написано BSPC Rule. Rule переводится с английского как правило, и это правило для приложений. Сейчас мы будем отдельно все разбирать. Я пройдусь по каждой строчке в этом конфиги и что она делает. Начну я со своего сумасшедшего скрипта. Этот скрипт, видите, скрипт sh, это ваш скрипт, который используется для того, чтобы запускать определенные штуки в моем баре. Я использую в качестве бара, ну вот эту панельку я имею в виду вверху, да, где всякие интересности рассказываются. Я использую Lemon Bar, это так называемый Sackless Soft, философия которого заключается в том, чтобы софт выполнял только конкретные задачи. Вот, и он, собственно, выполняет одну задачу, он просто является баром, пустым. То есть, когда вы его устанавливаете, вы видите перед собой просто пустой бар, в который надо уже самому руками закидывать определенные штуки. И поэтому, то есть, у меня используется специальный скрипт, который эти самые штуки и закидывает, а то бишь информацию о загрузке оперативной памяти, загрузке процессора, температуре процессора, месте, оставшемся на жестком диске, вот, времени, дате и так далее. То есть все это настраивается руками, но, опять же, здесь вы вольны уже выбирать, когда вы используете, ну, BSP-VM, да, вы можете выбирать любой бар, который вам заблагорассудится, пускай это будет, например, полибар, чтобы не париться с такими вот, ну, точными, да, детальными настройками, потому что у меня помимо этого скрипта еще на самом деле под капотом там используется свой парсер и много других интересных вещей. То есть вам это совершенно делать не обязательно, вы вольны просто установить себе какой-нибудь полибар, который будет намного проще в управлении. Вот, следом после скрипта применяется сразу, уже непосредственно запускается Lemon Bar с определенными параметрами. Здесь устанавливается для него шрифт JetBrains Mono-Nerd Font размером 14 и устанавливается foreground color, то есть передний цвет, да, и цвет обложки, ну, собственно, его фона. И, в принципе, все. То есть, это первая строчка, довольно тривиальная. То есть, запускается скрипт с моими вот этими штучками, да, которые я уже сказал, то есть, нагрузка процессора там и прочие интересности. И следом запускается сам Lemon Bar с его уже параметрами предустановленными. Далее, смотрите, строчка с Redshift. Redshift — это утилита, которая позволяет вам, так скажем, убрать холодные, а то бишь агрессивные для глаз оттенки и добавить наоборот такие рыжие, теплые, что снижает нагрузку на зрение. Причем это делается, то есть с учетом времени суток, там можно поставить определенные градации, которые будут включаться в зависимости от того, сколько сейчас времени, да, то есть если у вас, допустим, вечер, то у вас будет он такой покраснее, а если день, то будет, ну, меньше красного типа добавлять. Ну, не красный, там такой оранжево приятный цвет. Вот, всем, кстати, советую, вообще рекомендую, очень полезная утилита, то есть тоже элементарно запускается из конфига, как видите, то есть просто указываете Redshift, запускаете с вот таким вот, ну, в данном случае у меня это путь до конфига, вот, и убираем его фон.
Далее, что у нас идет? pgrep, kd, devnull, ssh, kd. Так, это, честно, уже не вспомню, ребят, что это такое. Так, наверное, это какая-то предустановленная штука, которую нужно обязательно делать для SXH KD. Точно не скажу. Скорее всего, это, судя по тому, что я даже точно не помню, что она делает, это точно писал не я, а следовательно, это у вас должно быть наверняка в дефолтных конфигах по умолчанию. Далее мы видим наши workspace и то, как они будут выглядеть, да, то есть здесь можно вот этот символ, например, в конце, видите, он есть здесь после 9-го workspace, его можно менять, то есть вы можете что угодно сюда написать, прям изменить, и увидите, что эти символы поменялись на что-то другое, то, что вы там и пропишете. То есть смысл в том, что здесь вы выбираете, как будет выглядеть символ для конкретного вашего workspace. Мы сейчас в конце все это потестим. Далее, смотрите, ну давайте в принципе по ходу дела, да, я буду сразу показывать. Давайте я, наверное, Redshift закомменчу, иначе в этом случае, когда я буду его перезапускать, он просто будет краснить мне все очень сильно, и вам будет не очень от этого комфортно, я думаю. Вот, поэтому я его пока что уберу. А здесь мы попробуем, например, поменять вот эти символы, то есть максимально банальные вещи сделать. Пускай у меня там теперь будет плюсик, например, да. Вот так. Нажимаем Alt-Mod-R, если кто не знает, для перезапуска BSPWM. И смотрим на результат. В качестве результата мы видим, что на моем полибаре поменялся символ. То есть теперь у меня вместо моих привычных символов отображается этот самый плюс. То же самое, пожалуйста, вы можете назвать, например, 9-й workspace не 9-м, а 99-м. Никто вам не запретит это сделать. То есть абсолютно какие угодно символы. Меняйте, как вот в душе заблагорассудится. Можете все под себя, то есть там как вам хочется, что душе угодно. Так, смотрите, далее. Border width. Border width, то есть ширина окоемки каждого окна. То есть, видите, у меня на каждом окне есть такая легенькая окоемочка цветная. И она довольно тонкая. Почему тонкая? Потому что всего 2 пикселя шириной. Вот сейчас я 5 поставлю, сохраню конфиг, перезапущу, да, на Alt-Mod-R, напоминаю. И вы увидите, что, видите, она жирнее стала сразу. Сделаю 15, ну, понимаете, да, что будет? Будет вот такой вот. Ну, кто-то, кстати, любит, пожалуйста, то есть дело вкуса. Если вам такое нравится, пожалуйста, ставьте хоть 50. А что будет, если 50? Страшно, честно говоря, ну, ладно. Я верну 2. В общем, я верну 2. Далее, window gap. Window gap, gaps — это расстояние между окнами. Видите, у меня есть такое легенькое расстояние между каждым окном. Так вот, если я поставлю, соответственно, больше, допустим, не 12, а 32, соответственно, гэпсы станут размером в 32 пикселя. Как вы видите, сразу же получили результат. Ну, опять же, я верну свое значение, но тоже побалуйтесь, как вам удобнее. Кто-то любит широкие гэпсы, то есть как вам больше нравится. Так, split ratio, честно, я не помню, что это такое. Можете поиграть с этим значением. Borderless monocle, true, gapless monocle, true. Это, наверное, по дефолту. Да, если мы входим в режим монокля, он, если что, включается в BSPWM на комбинацию клавиш Mod плюс M, то в этом случае у нас, во-первых, нету рамочки той самой, которую мы первой, да, трогали, которая у меня 2 пикселя, стоит вот эта оранжевая. То есть у нас она будет без рамки, окно в режиме монокля, и без гапсов. То есть у нас не будет ни отступа, ни рамки. Можно даже попробовать поиграться с этими значениями, поставить здесь не false, не true, а false в обоих параметрах. И в этом случае мы должны, естественно, получить логично и гапсы, и рамку в режиме монокля. Перейдем в режим монокль, видим, что ни гапсов, ни рамки нет, потому что я не перезапустил BSPWM, чтобы считать конфиг. Перезапускаем все-таки BSPWM, а теперь переходим в режим монокля на Mod M. И видим, что да, теперь в режиме монокля у меня появилась и окоемка, и гапсы. То есть все работает, как мы ожидаем. Но я опять же верну, как мне привычно, чтобы не было ни гапсов, ни окоемки.
Далее идет интересная такая история, это правила для конкретных приложений, ребят. То есть правила для конкретных приложений, они устанавливаются, понятно, что на каждое приложение по отдельности. Например, у меня есть правило для ABS, то есть видите, BSPC rule. Rule, напоминаю, что это правило. Пишется вот такой флаг, и далее указывается имя конкретного приложения и указывается, что мы хотим с этим приложением, то есть получить, да, что мы хотим от него получить. В данном случае я указал, чтобы при открытии этого приложения, то бишь ABS, он переходил сразу на 7-й десктоп. То есть как только я открываю ABS, он моментально перескакивает у меня, то есть он появляется не там, где я нахожусь, ну, на workspace, на котором я в текущий момент нахожусь, он перемещается непосредственно на 7-й workspace. Очень удобная штука, можно продемонстрировать на какой-нибудь, не знаю, да хоть вот, пожалуйста, хоть что бы открыть. Да хоть Emacs, вот если я сейчас ему дополнительное правило, такое же, да, я ему задам. У меня для Emacs другое правило, я его сейчас дальше объясню, но давайте пока что я вам продемонстрирую, как вот это правило работает. И пускай он появляется, ну, например, на каком-нибудь там 5-м workspace. Сохраняем конфиг, перезапускаем гапсы, и я запущу Emacs, и вы не увидите его здесь. Он моментально, опа, он появляется где? Переходим на 5-й workspace, вот он, совершенно верно, то есть как я ему задал правила, все так и работает. Emacs появился на 5-м workspace. Happy Coding нам желает Emacs, спасибо большое. Ладно, я уберу, мне это не нужно, вот, я просто вам показал, что правило работает. Далее, смотрите, M-Player какой-то, даже не помню, какой-то, видимо, плеер где-то стоит, а может и не стоит, но для него в любом случае установлено состояние, да, стоит, переводится как состояние, и floating. Floating — это плавающее окно. Плавающее окно в BSPWM, напоминаю, это вот такое окно, которое мы получаем, то есть переводим в состояние любое окно через комбинацию клавиш Mod плюс S. Чтобы вернуть состояние, то есть тайлинговое окна, мы должны нажать Mod T. То есть Mod T — это tile, Mod S — это состояние floating, то есть подвижного окна. Мы его еще можем с помощью комбинации клавиш Mod плюс стрелочки перемещать, или вообще зажать Mod и просто мышкой крутить, если кому-то так удобнее. Вот, опять же, сразу напомню, что Mod T — это тайлы, Mod S — это floating, Mod F — это на полный экран. Вот, но если что, так просто напоминаю, если вдруг кто-то еще не выучил. Вот, то есть тут все просто. Можете поставить флойтинг, можете поставить на полный экран, можете поставить, соответственно, в tile мод. Ну, вот, tiled, да. Полный экран, кстати, не помню, как, уточните, наверное. Наверное, будет просто full screen. Вот видите, смотрите, у меня для Emacs, кстати, такое состояние указано tiled, потому что он по дефолту у меня стоял в floating моде, и когда я его запускал, он у меня появлялся, соответственно... Так, братан, ты мне опять его... Я понял, я не перезапустил, сейчас. Так, я сохраню, еще раз перезапущу. Вот, и теперь, когда я буду... Ой-ой-ой, братан, не надо этого делать, спасибо. Теперь, когда я его открою, он у меня появится здесь, но сразу в тайлах. А вот если я его поставлю, например, floating, ну, давайте продемонстрирую, да, floating, сохраняем, перезапускаем, запускаем Emacs, и видим, что теперь он... Соответственно, floating. Не помню, как на full screen. Давайте попробуем full, может, не знаю. Чисто ради эксперимента. Ни разу не ставил, чтобы прям на full screen сразу запускалось. Нет, не запускается на full screen. Ну, возможно, full screen. Так вроде пишется, да. Ну, еще одну попытку предприму. Нет. Короче... Вам тогда задание будет, найдите, как состояние указывать для фуллскрина. Честно, я никогда не использовал, но если что, то есть floating — это плавающее окошко, сразу открывается, а tiled, соответственно, в тайлинговом режиме. Так, перезапускаем, я еще раз проверю, что все верно работает. Да, как видите, в тайлах запускается. И еще смотрите, какие есть штуки. Это, например, для какого-то капфера, не помню, что это такое тоже, но для него фокус.
Так, ну, короче, народ, я точно не помню, честно говоря, тогда, что делает фокус. Мне почему-то казалось, что он именно на нем центрирует экран, но, видимо, это было где-то в другом ВМе, либо в другом баре, что ли, я не знаю. У меня прямо явственное такое ощущение. Тогда сразу вам скажу, что фокус я точно не помню, что делает, и менедж я вообще не помню, что делает, честно. Это вам, так скажем, домашнее задание будет разобраться самим. Вот. А далее, смотрите, ребят, есть еще вот такой конфиг, с помощью которого можно указывать для конкретного элемента, в данном случае, видите, у меня Focused Border Color, то есть выделенный, рамка выделенного окна, да, то есть цвет рамки выделенного окна. И здесь с помощью такой опции вы можете указать конкретный цвет для выделенного окна. В данном случае у меня, помните, вот этот рыженький цвет, но я не знаю, сейчас вам заметно, нет, но когда я делал его крупнее, когда мы меняли вот это, количество пикселей, которое предусматривается на эту рамку, то было видно, что он у меня такой оранжевого цвета имеет. Этот код именно для этого цвета. То есть вы вольны выбирать цвет для рамки. Также, видите, есть здесь активный border color, там focus, focus это и есть, normal border color, это, видимо, если он не активен. То есть тоже можете поиграть с этими значениями и поставить себе те цвета, которые вам будут наиболее такие удобные, комфортные для ваших глаз. Также из BSPWM я запускаю фех. Фех — это очень простенькая утилита для того, чтобы установить на рабочий стол обоину. То есть вот эта обоина у меня стоит с помощью феха. Есть, соответственно, флаг для него background max, то есть растянуть на background максимально. Вот, там есть еще какие-то флаги, я их точно не помню. Очень легко это все нагуглить. То есть советую. Фех очень простая такая утилитка, с помощью которой можно поставить себе на рабочий стол wallpaper. Просто указываете, то есть пишите в конфиге фех, указываете флаг, режим, да, с помощью которого вы выставляете. Там есть замостить, разместить, всякие разные варианты, да. И просто далее указываете путь до вашего wallpaper, и все. Все, ребят, в принципе, это все, что у меня используется в моем конфиге. Как видите, он очень скромный, очень маленький, а пару пунктов я вообще не использовал никогда, это по дефолту, да, например, Manage, вообще не помню, что делать. Фокус вроде использовал, но что-то я даже не осилил вспомнить, что он конкретно. Мне вроде казалось, что он должен перемещать моментально на Workspace, куда отправляется эта штука, но походу нет. Так что вам такое домашнее задание уточнить, что такое Focus, Manage и Split Ratio. Остальное я вам вроде все рассказал. То есть, подытожив, что можно сказать? Вы вольны запускать из-под конфига BSPWM различные программки, скрипты, то есть тот же Redshift, вот как у меня, да, скрипт у меня запускается, Lemon Bar непосредственно, фех и так далее. То есть любые программулины можете из-под него запускать. Вот такие простые правила устанавливать, то есть делать определенные программы при их запуске там в тайловом режиме, во флоутинг режиме, установить определенные цвета на определенные элементы ваших окон, перемещать сразу приложение определенное на определенный рабочий стол, то есть убрать там для определенного режима, я имею в виду глобального, там монокль, не монокль, fullscreen, не fullscreen, то есть все это довольно простенько, конфиг очень простой, у BSPWM программа очень крутая в этом плане, я люблю вообще такой Sackless Soft, которым BSPWM в частности тоже является как Element Bar, он выполняет конкретные задачи, имеет простейший конфиг, простые настройки, то есть все легко в нем делается. Все, ребят, в принципе все, что я хотел вам рассказать по поводу настройки BSPWM. Удачи вам с вашим тайлинговым Window менеджером, не только BSPWM, каким бы он ни был, i3, там, DVM, Red Poison, что угодно. Удачи в обучении в целом Linux. Спасибо вам большое за внимание. И если вам нравится контент, который я делаю, то поставьте мне, пожалуйста, под видео лайк, подпишитесь на канал и обязательно бейте в колокольчик, потому что контента буду делать еще очень много, просто море. Все, ребят. Да, также напоминаю, что я еще стримлю. Вы можете найти ссылочку в описании, ссылочку на мой Twitch канал в описании под большинством тех видео, которые я делал за последнее время для YouTube, и добро пожаловать в комментарии. Кстати, если как раз вы найдете, что такое фокус, как точно он работает, что такое Manage и что такое Split Ratio, и подскажете мне, то я буду только вам признателен. Или, может, у вас есть какие-то еще пожелания, если вы хотите увидеть, допустим, подробный разбор комбинаций клавиш BSPWM, я с удовольствием запишу, то есть все комбинации, которые я использую, какие фишки у BSPWM есть, в частности, там,
какие режимы, что такое метки, как по меткам, что такое преселекты, как по ним перемещать тайлы и так далее. Вот, милости прошу, в комментарии, пожалуйста, адекватная критика тоже всегда мной приветствуется. И, ребят, еще раз спасибо большое за просмотр, удачи вам в обучении, обучайтесь Linux и пока.